Всем привет! Сегодня буду готовить орехи в карамели. Готовится этот рецепт буквально за 15 минут, а получается орешки настолько вкусными, что самыми первыми всегда улетают со стола. У них тончайшая карамель, и они хрустящие внутри. Вот такие красивые, блестящие. Просто замечательный на вкус. Для приготовления этих орешков нам, конечно, понадобятся орешки. Орешки нужно использовать сырые, они не обработаны никаким образом. Сырой у меня орех пекан. Высыпаю я орехи на противень в один слой на пергаментную бумагу. Их нужно будет просушить в духовом шкафу при температуре 160 градусов примерно 7-8 минут. Общая масса орешков у меня 400 грамм. Пока они просушиваются, я подготовлю основу для карамели. Для этого нам понадобится 50 грамм воды и 150 грамм сахара. Ставим это все на мелкий огонь и доводим до кипения. Как раз это время примерно занимает столько же, сколько мои орешки сушатся. 5-6 минут вода закипает, а орехи у меня уже просохли и они горячие. Обязательно горячие орехи высыпаем в закипевший сироп и начинаем сразу же интенсивно помешивать. Обычно для карамелизации орехов я использую вот такую металлическую кастрюлю, так, чтобы можно было интенсивно перемешивать ложкой и не бояться, что я испорчу покрытие кастрюли. Орехи обязательно нужно на постоянной основе перемешивать, не останавливаться, иначе они могут пригореть. И когда вы перемешиваете, используйте либо вот металлическую ложку, либо деревянную лопатку, потому что сахар очень сильно нагревается, потом он начинает плавиться, и пластмассовые ложки или лопатки здесь не подойдут. Продолжаю перемешивать орехи, кастрюля у меня по-прежнему на самом низком огне. Посмотрите на состояние орешков, они уже покрылись таким сахаром, вода вся испарилась, продолжаем перемешивать. Если вы обратите внимание на донышки кастрюли, то видно, что сахар уже начал плавиться. Вот такая вот влажность на донышке появляется, продолжаем активно перемешивать. Здесь уже видно, что орехи стали более влажные, они еще не готовы, продолжаем активно перемешивать. Чем больше плавится сахар, тем горячее становится температура в кастрюле. Я уже свернула полотенце в 4 раза, чтобы придерживать кастрюлю, потому что кастрюля очень сильно горячая. Продолжаем перемешивать. Готовность орехов определяем по тому, насколько они покрыты карамелью. Они должны быть полностью коричневыми, влажными, нигде не должно быть видно никаких кристаллов сахара. На этом этапе выключаем кастрюлю и добавляем небольшой кусочек масла. Примерно у меня 15 грамм здесь. И снова все активно перемешиваем, потому что кастрюля по-прежнему все еще очень горячая. Перемешиваем до тех пор, пока масло полностью не растает и орешки не станут блестящими и равномерно покрытыми карамелью. И выкладываем орешки на пергамент. Я использую тот же самый противень и тот же самый пергамент, на котором я сушила орехи. Распределяем орешки в один слой так, чтобы они не слиплись в комок. Весь процесс карамелизации у меня занял всего 15 минут от начала до конца. Сейчас я распределяю снова орешки и дам им остыть. Через час орехи выглядят вот таким образом. Они уже полностью остыли. Некоторые из них немного слиплись, в этом нет ничего страшного. Они хорошо разделяются. Главное, чтобы они не слиплись именно в комок. Вот такие они хрустящие и блестящие, внутри они очень вкусные. Из-за того, что мы готовили их сырыми, то сейчас после карамелизации они просто идеально внутри, они пропеклись. Перекладываю я, кстати, в ту же самую баночку, в которой были орехи, и храню я в этой же самой банке. Это очень удобно. Вот такие красивые орехи получаются. Как обычно, все ингредиенты будут в описании, а я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.